Мы возвращаемся домой из отпуска, и Сан-Готарда, как обычно, пробка. Стоим, ждем, когда можно будет заехать в туннель и, наконец-то, очутиться дома. Поехали. Привет, друзья! Вы на канале Свистич. Меня зовут Ирина. Это канал о рукоделии и вышивке крестом. Мы вернулись из нашего отпуска, из нашей поездки по Германии. Я надеюсь, вы уже посмотрели эти видео. И полюбуйтесь, какой меня ожидал подарок дома. У меня зацвела орхидея. Какая красота! Я так поняла, орхидеи, они со временем становятся более крупные. Вот у меня этот цветочек, он достаточно уже давно, и он был вот такой, вот такие маленькие цветочки. В этот раз, смотрите, цветет. Какие красивые крупные цветы. Стоит он у меня в ванной комнате и очень радует меня каждое утро и вечер. И я еще себе в ванную комнату купила маленькую орхидею, вот такую. И она тоже зацвела. Смотрите, какая прелесть. Какие они красивые, когда цветут. И какие они никакие, когда не цветут. Вот. Такой меня радостный прием ждал дома. Ну что ж, отпуск — это все хорошо. Ну, я всегда рада возвращаться домой. Мне тоже очень нравится находиться дома. И я могу начать, наконец-то, мой вышивальный влог. И что же я вам покажу? В поездке я вышивала совсем немного, но кое-что мне все-таки удалось. Посмотрите, я уже практически закончила моего зайчика. Как вы помните, я вышивала здесь девочку, здесь мальчик у меня. И видите, он тут на финишной прямой. Здесь осталось у меня зашить немножко его голову и уши и сделать бэкстич. Ну, это дело быстрое, и я думаю, я это скоро очень закончу. А сейчас хотела вам показать, я сделала покупки, ну, они не особо вышивальные, но уж это если влог, так я думаю, могу я здесь этим с вами поделиться. Вот такой конверт очень красивый, это я в пинакотеке купила, и как вы думаете, что я купила? Я купила носки с подсолнухами от Ван Гога. Что бы еще ожидали? Конечно, все это сделано в Китае, и там были носки со всеми произведениями великими искусства. Но я взяла эти подсолнухи, потому что в этой галерее были представлены именно подсолнухи. Там была и «Звездная ночь», конечно, Ван Гога, но в этой галерее «Звездной ночи» не было. Потом мы зашли в какой-то магазинчик, там вот такая всякая ерунда продается, и я бусинок всяких набрала. Тут и звездочки есть какие-то, и просто бусинки. Вон, видите, как карамельки они выглядят. Я не знаю, что у меня тогда, какая-то идея мне, естественно, гениальная в голову пришла, куда их пристроить. Я не помню, кто-то вышивал и пришивал вот что-то такое и говорил, они как леденцовые конфетки. Я сейчас не помню, ни кто это пришивал, никуда пришивал. Но в тот момент я это очень хорошо, четко помнила, поэтому я купила. Ну, вспомню, ничего. И вот такие ленточки там были. Вот это такая типа рустикальная ленточка. Вот эти ленточки я взяла. Вот такие обыкновенные ленточки. Это буду оформлять это свое яйцо. Не знаю, либо вот такими лентами, либо я купила вот такие бархатные ленты. Но вот эта лента однозначно по цвету не подходит, я уже приложила. А вот эта зеленая, она как бы к кафтанчику зайца, она подходит. Вот я думала вот так оформить. И у зайчихи здесь, видите, такой шарфик зелененький, и как эти точечки зелененькие. Я думаю, это будет
красиво. Либо вот этими. Ну вот. Ну, одним словом, короче говоря, что-то из этого я приложу, посмотрю, что красивее, что лучше смотрится, и оформлю свое яйцо. Свое яйцо. Яйцо как бы на Великдень, на Пасху, вот. И кроме этого, сейчас покажу еще. Вот таких симпатичных зайцев я купила, которые сидят. Вот такой заяц, он, видите, керамический. И вот так его посадишь, и он себе сидит. Я сначала взяла одного, а потом подумала, ну, что он без пары, надо брать два. И вот взяла два зайца. И еще, кроме этого, я купила вот эту подставочку под... Как это называется, скажите? Ну, Господи, из головы вылетела на картины. И вот поставила вот сюда уже эту свою картину. Красота! Вот такие небольшие покупки у меня были в поездке. Мне нравится, когда возвращаешься из отпуска, у тебя возникает желание сразу что-то печь, готовить в доме, что-то преобразовывать. До этого вообще ничего не хотелось, депресняк. Ну, вот такая горка блинчиков у меня получилась. Ну, как вы уже знаете, это мой конек блины. Я делаю блины всегда на кисломолочке, либо на сыворотке, кефире. Вот эти на йогурте вообще сделаны. Я никогда не делаю на молоке. Ни на чем другом. Нет, ну вру. Че, в общаге. Там у кого найдется одно яйцо, там стакан муки, ложка сахара, на ведро воды набодяживали и всю общагу кормили блинами. Вот у меня здесь церковь колоколит и варенье из инжира, блинчики и кофе. И приятного аппетита. Ну что же, закончила я зайчика. Посмотрите, какой он славный вышел. У меня зайчонок. Яйца здесь рядышком. Все здесь близко, все здесь рядом. Какой на нем кафтанчик. Это жилетик на нем, рубашечка. Нарядный такой он на Пасху. И вот эта девочка у меня. И теперь мне осталось только оформить вот в это яйцо, как я вам и говорила. Здесь я отметила, мне надо будет, наверное, пинкип сделать вот такого размера. Вот здесь оставить вот этот краешек, чтобы он у меня вставлялся на подставочку. Таким образом я хочу это сделать. И когда я сделаю, я вам, естественно, все покажу. А сейчас мне хочется повышивать сёзик и рассказать вам продолжение истории. Ну и как всегда, на экране происходить ничего не будет. Я буду вышивать и предлагаю и вам заняться тем же самым и послушать. Итак, мы остановились на моменте, где мой блинный бизнес накрылся медным тазом, и куда двигаться дальше было непонятно. Но, как всегда, в такие моменты вас либо осеняет какая-то гениальная идея, либо кто-то приходит на помощь. Так и в этот раз мне вдруг позвонила подруга. Ну, мы с ней, наверное, год не виделись вообще. Ну, вот чем подруги и хороши, что можешь не видеться годами, а потом встретиться и как будто вчера расстались. Так вот, она работала продавцом и говорит, моим работодателям они открыли еще один отдел, и им нужен срочно продавец. Так вот, приходи на собеседование. Пошла я на собеседование. Для кого это было большее испытание, я не знаю, для меня или для работодателя. Встретились, как обычно, здравствуйте, здравствуйте, где, что, как работали, почему уволились, и т.д. и т.п. Потом говорит, у вас есть какие-то вопросы? Ну, он, наверное, пожалел об этом через минуту. Я, как говорится, пуганая ворона идти не боится, начала. А вы легально работаете? А все ли проводите по кассе? Платите ли налоги пенсионные? Он так слегка напрягся.
Но лицо держал, ответил на все мои вопросы, сказал, что все это легально, мне в трудовой книге запишут, зарплата легальная, никаких конвертов, ну, все чики-пики. И я настолько была озабочена именно этим вопросом, что я даже не поинтересовалась ни о часах работы. Ну, зарплата, да, естественно, он мне сказал, зарплата была неплохая, еще и процент от продаж они давали. Но вот часы работы, конечно, были экстремальные. Я работала каждый день с 9 до 7, практически без выходных. Владелица, она пару раз в месяц работала. И, как вы понимаете, 2 выходных в месяц с таким графиком – это маловато. Кроме всех прелестей всей этой работы, как-то неожиданно пришло лето, как всегда. Что мне снег, что мне зной, когда я все время на работе, лето, зима, все как-то пофиг, но зной как-то сразу почувствовался. Так как кондиционеров не было, открыть окна было вообще невозможно, потому что кроме зноя добавлялся удушающий запах металлургического завода. И через пару месяцев я выдвинула ультиматум. Или вы берете мне напарника, или я увольняюсь, чтобы не загнуться нафиг вообще. Ну, к счастью, благоразумие восторжествовало. Они, наверное, удивлялись, что я так долго терпела. Ну, я от радости, что у меня появилась работа, и, наверное, и терпела. Ну, одним словом, взяли еще одного работника. Это была неплохая работа. А самое главное, что у нас был прекрасный коллектив. Мы так все сдружились, мы дружим до сих пор, мы общаемся. Ну, как-то все девчонки были моложе меня, лет 10 на 15. Ну, это не мешало нам находить общий язык. Они меня приобщали к современной жизни. Например, к ночным дискотекам, на которых я до сих пор никогда не бывала, так как в моей молодости были танцы, и были они до 11 вечера, и надо было успеть вернуться в общагу до 12, потому что позже заслуженные вахтеры советских общаг нас не пускали. И до 6 утра болтаться неизвестно где, идейка так себе, ну, хотя пару раз и такое случалось. Ну, вернемся к ночным клубам. Кстати, за границей ночными клубами называются заведения для взрослых со стриптизом и со всеми вытекающими интересами, что вносило какие-то непонятные моменты, когда мы начали общаться с моим мужем. Так вот, какой-то очередной день рождения мы нашей веселой компашкой решили провести именно в ночном клубе, на дискотеке. Я никак не могу привыкнуть, как правильно говорить, ночной клуб или дискотека. Ну, одним словом, вот я такая нарядная, красивая, на марафе, телесно крася, стою перед зеркалом, а сама думаю, блин, уже 9 часов вечера, куда я прусь на ночь глядя? Тут, как будто подслушав мои мысли, мне звонит именинница и спрашивает, ну ты что, готова? Выходи, в 10 сбор, мы тебя ждем. Я говорю, такая, окей, выхожу. Ну, если кто-то наблюдал за мной из окна, наверное, подумал, что происходит. Ну, понять было трудно, что происходит, потому что я такая решительная, вышла, волосы назад, иду метров 10, потом думаю, да ну, не, нафиг, куда? Тебе под 40 лет, куда ты прешься? Развернулась, пошла обратно. А сама думаю, ну ладно, меня что там, выгонят, побьют или ну чего ты, иди. Разворачиваясь, иду. Иду, а сама ж думаю, там все будут молодые, я буду чувствовать себя некомфортно. Развернулась. Пошла обратно. Потом пошла вперед, пошла назад. Но одним словом, я не знаю, сколько я там времени ходила туда-сюда. Через полчаса звонит моя подруга и такая, да сколько можно, мы стоим, ты одна только не приехала, давай, езжай скорее. Ну тут я уже перестала сомневаться, взяла такси и не раздумывая, помчалась в ночь. Я вот тут думаю, рассказывая вам эту историю, и думаю, сколько у нас в голове тараканов. Мы сами себе придумываем какие-то барьеры, какие-то лимиты. Мне не было даже 40, и я сомневалась, я там чего-то боялась.
Так на это с высоты сейчас возраста смотришь и думаешь, блин, ну это ты вообще, здесь люди к 40 годам только начинают задумываться, жениться им или не жениться, заводить им детей или не заводить. А я тогда в 40 лет уже себя считала, все, это, ну как это вообще? Сейчас мне это кажется таким диким. Ну, по ходу на дискотеке мне даже очень сильно понравилось, было весело, мы классно повеселились, я абсолютно не комплексовала, не обращала там внимания, были моложе либо старше меня, мне вообще как-то было пофиг, то ли от выпитого шампанского, то ли от того, что было замечательно и классно. И я такая думаю, какие славные, беззаботные были времена, а не вот это вот все. И так как у меня появилась коллега, у меня появилось побольше свободного времени, я даже позволила себе заняться немножко собой, начала ходить по вечерам в бассейн, поддерживать себя в форме. И тут у меня появился кавалер. Увязался за мной один мужичок, такой плешивенький, маленький, но с огромным эго. Жил он неподалеку, на одной улице со мной, ну, несколькими кварталами дальше. И вот там он каждый раз так настойчиво после бассейна предлагал меня проводить, ждал меня, когда я выйду из бассейна. По дороге, ну, естественно, идем в одну сторону, он плетется за мной, давай-ка зайдем, выпьем кофейку. Я все вежливо отказывалась, там, типа, мне надо бежать, там, уже поздно, ну, типа, этого всего. Не могла же я сказать человеку в лоб, уйдите, мужчина, вы мне не нравитесь. Хотя надо было, были уже такие подозрительные звоночки. Ну, в один прекрасный вечер я после работы пошла в бассейн и, соответственно, после тренировки, голодная как собака, подумала, ну, чашка кофе меня ни к чему не обяжет. Мы выпили кофе, поболтали. В следующую такую встречу он так уже по-хозяйски взял мою сумку после тренировки и предложил поужинать. Ну, приятно, когда о тебе заботятся, понятно. И, ну, наверное, тут я расслабилась и потеряла бдительность, а напрасно. После нескольких встреч, уже не после тренировки, я поняла, что с человеком не все в порядке. Ну, во-первых, человек нигде не работал. На что он жил, было непонятно. Приглашал поужинать в ресторане, такие дарил вещи всякие разные. Но это не самое странное. Он меня стал буквально контролировать. Приходил ко мне на работу, типа мимо шел, зашел, допытывать, где была, с кем, что было делать. Ну, извините, мы еще не настолько близки, чтобы давать отчет, что да как. Ну, последней каплей было тогда, когда мы с подружками что-то в кафешке сидели, ну, а в кафе музыка громко играет, и я не слышала телефонного звонка. И, как выяснилось потом, он не мог долго-долго дозвониться. Когда, в конце концов, я услышала, ответила, и тут я услышала такое... Отступление небольшое. Должна уточнить. Я выросла в Шахтерском крае и проходила практику на обогатительной фабрике. Я слышала песню «Ты ж меня подманула», состоящую практически из одних матов. Меня вообще трудно удивить матерной речью, но то, что вылилось из этой трубки на меня, простите, это вообще что? Такой поток желчи, гнева я слышала вообще впервые. Я не хотела портить настроение своим девчонкам и в ответ орать, материться как бы не камильфо. Я тупо отключила телефон. Но день, конечно, испорчен был, но это было только начало. Я возвращаюсь домой, он меня поджидает под моим домом и требует объяснений. Он у меня нормально вообще? Я ему сказала, что с таким кретином не желаю общаться, и попросила оставить меня в покое, ну, не так интеллигентно, как я описываю, но без ора и мата, в принципе. На что, естественно, я получила дозу говна и помоев. Он мне рассказал, кто я и что я, и на какой помойке он меня нашел, и что меня он обул и одел, и вообще, как я до него жила, голая босая ходила, на что я его уже послала матом и пошла домой.
Казалось, не так-то легко от него было отделаться. На следующий день он меня снова поджидал под домом с огромной дорожной сумкой. Я уже перепугалась, что собрался переезжать ко мне, но, к счастью, нет. Он лишь хотел забрать вещи, что мне подарил. Я спросила, а что сумку-то такую огромную припер? Хватило бы и хозяйственной. Я дала ему все вещи, он их проверил, аккуратненько сложил в сумку и сказал, не хватает футболки зеленой. Я говорю, она в стирке. Он говорит, ничего, давай, не будешь красоваться перед другими мужиками в нарядах, что я тебе купил. Меня порвало. Ну ладно бы, знаешь, он меня одел там Versace, Armani, Gucci. Ну а вещи такие, ну, я не знаю, из Манго, там, Зары, там свитерок какой-то, какая-то футболка, тогда H&M, по-моему, еще не было, ну, что-то вот этого уровня. А единственная ценная вещь, которая была, ну как ценная по деньгам была, там было зимнее пальто с таким песцом, с воротником. Я никогда не носила такие вещи. В принципе, я и сейчас ношу там типа пуховика, что-то типа пальто, ну вот такое дорого-богато, как говорится. Я, кстати, его даже ни разу не надела. Ну, это, наверное, он мог продать. Короче говоря, отдала я все эти шмотки, закрыла за ним дверь и облегченно вздохнула. Думаю, ну все, отделалась. Следующий день у меня был выходной. Стою на кухню, жарю сырники, таращусь в окно, и тут я аж присела от неожиданности. На противоположной стороне улицы стоит он и таращится на мои окна. В тот момент я как-то, знаете, когда у вас внутри такое дин-дин-дин-дин-дин-дин, как-то не очень комфортно и вот так мерзопакостно, противненько, как это под ложечкой, да, сосет, как-то это такое есть выражение. Не то чтобы я испугалась, но было настолько это неприятно, ну и, соответственно, настроение на выходной день было испорчено. После завтрака я такая украдкой из-за занавески посмотрела в окно снова. Никого больше не было. Я уже думаю, может, мне вот намерещилось. Может, просто мимо шел. В этот момент я выглянула в окно, и он посмотрел на окна. Ну, знаете, всегда начинаешь что-то там себе придумывать. Короче говоря, выходной прошел, все дела поделались, как обычно. Выходной не поймешь, где больше работаешь, дома, либо пойду на работу, отдохну после выходного, как говорится. Ну и пошла на работу на следующий день отдыхать. Работала до 7, как я уже сказала. Дело было осенью, возвращаюсь уже темно достаточно. Иду, а двор такой... Висит фонарь во дворе, а вот деревья, кусты вокруг, они такие в темноте. И я такая, ну, в принципе, спокойный центр города, спокойный у нас райончик такой, двор спокойный. И тут я вижу, так от дерева отделяется какая-то тень. Так как-то мне стало не по себе, некомфортно. Я такая присматриваюсь. Ну, и под свет фонаря выходит он. И с сумкой такой достает из сумки какой-то сверток. Такой небольшой плоский предмет в газетку завернутый, знаете, такой. И начинает разворачивать эту газетку передо мной. Перегородил мне дорогу и начинает передо мной разворачивать эту газетку. И такое медленно-медленно разворачивает. И в конце концов развернул. Я вижу кухонный нож такого приличного размера. Вот, друзья, на такой интригующей ноте я хочу закончить сегодня мой рассказ. Если хотите, придумайте продолжение, напишите его в комментариях. А мое продолжение вы услышите в следующее воскресенье в моем влоге. Поделитесь, ходили ли вы в ночные клубы, нравилось ли вам там. Мне там не нравилось, что можно было курить, и по возвращению тебе надо было полностью раздеться и все вещи
до трусов и лифчиков постирать и голову вымыть. В другом случае невозможно было даже спать, можно было задохнуться от этого всего. Сталкивались ли вы со сталкерами в своей жизни? И вообще ваши впечатления о моем рассказе. Буду с нетерпением ждать ваших отзывов, и продолжение истории будет. Я наивно полагала, что я вот здесь уже закончила подол платья, но оказывается нет, оказывается здесь еще одна фалда. Вот этот кусочек мне еще надо будет дошить. И потом останется корсет. Ну и в принципе потом вот это все интересные непонятные шовчики, всякие такие странные вещи. Ну, что ж, вот результат моих трудов. Не удалось мне закончить подол весь. Осталось здесь совсем немножко, пару здесь строчек. И потом пойдет ее корсет. Вот так продуктивно поработали мы с помощницей моей. Вот помогает изо всех сил. Пойте, помощница. Покупка яйца Ferrero Rocher. Никогда не покупала эти шоколадные яйца, потому что не знала, куда девать этот шоколад. Но Ferrero Rocher мне настолько нравится. А тут еще и скидка 50% была после Пасхи. Думаю, дай-ка попробую, посмотрим, что там внутри. Так. Опля. Вот такое яйцо. Там в середине должны быть конфетки. Ferrero Rocher. Вот такая подставочка. Сейчас будет сказка про курочку Рябу. Упс. Красота, вкуснота. Итак, мне кажется, я созрела для того, чтобы рассортировать мой бисер. Сейчас я вам покажу масштабы бедствия, как говорится. Так, одна коробочка. Это моя дочка, она собиралась брошки делать, она отложила себе коробочку. Ну, еще коробочка, я уже не знаю даже, что там в той коробочке. И основная коробочка, па-бам. Ай. И это еще не все, это вот еще вот это. И это вот еще вот это. И еще немножко вот это. И немножко вот это. Такое у меня тихое подозрение, что все оно сюда не вместится. Так что я, наверное, буду рассортировывать пакетики. Вот эти, знаете, когда они такие какие-то непонятные, и они рвутся и ломаются со временем. Наверное, я сначала сделаю эти, которые у меня упакованы вот в такие zip-пакеты. Я, наверное, их оставлю пока. Так, вот такое тихое подозрение, что придется мне, наверное, еще одну коробочку заказывать. Ну, посмотрим, что у меня получится. Ну, как видите, не хватило мне даже половину сложить моего бисера. Смотрите, сколько у меня еще осталось. Но здесь осталось вот это которые здесь у меня в коробке вместились, ну, дополнительные в смысле, пакеты. Здесь у меня вместилось только что. У меня вместилось серое, голубое и красно-розовое. И один пакетик входит в 2 коробочки. В одну коробочку пакетик не входит. Это вот этот чешский бисер. Сколько там в этом пакетике? Вот такой пакетик.
И вот одной коробочки этой не хватает. Надо 2 коробочки, чтобы вместить этот пакет. А если я уже его открыла, мне его надо по-любому. И вот здесь двойные дополнительные эти пакеты. Ну, вот здесь у меня еще осталось желтая, белая и зеленая. Так что придется еще, наверное, коробку заказывать. Я не знаю, хватит ли мне. Здесь у меня вместилось голубое, серое, красное. Ну, по идее, должно вместиться. И та-да-дам, та-да-дам, полюбуйтесь. Мне пришли, как это называется, застежки. И я вот вдохновленная вот этим моим кольцом сделала себе вот такой вот браслетик. Систематизировала. Походу у меня было 3 коробки, теперь у меня 4 коробки. Ой. Сегодня у нас день оплаты счетов, и пока я себе еще не испортила настроение, решила вам показать, что вчера вечером я вышивала и что я навышивала. А вышивала я свою скатерть с птичкой, и вот я вышила вот эти вот цветочки и эту пчелку, и все это уже обвела бэком. Здесь что-то я там заканчивала, какие-то листики, но неважно. Вот так красиво-раскрасиво, с крейником у меня здесь, и цветочки серединки, и сама пчелка. Очень миленький сюжет. А сегодня у меня такой загруженный день, как-то я не подрасчитала. Я что-то думала, не знаю, я ничего не думала, скажем так. Завтра день рождения моего мужа, и поэтому я хочу приготовить торт. Даже еще не знаю какой, надо хотя бы определиться, что делать, чтобы закупиться. И потом еще кое-что приготовить. Я думаю, завтра к нам придут его друзья. И поэтому надо будет это сделать. Опять же, я говорю, надо оплатить эти счета. Я уже неделю морально, как мы с отпуска приехали, я морально готовлюсь к этому дню. Ну и сделать пинкип, который я так и не сделала. Вчера целый день вот это вертелась. Вот это я уже вам говорю, вечером села, вот это вышила все. Куда день ушел, непонятно. Ну, до следующего включения. Смотрите, купила яйца. Что с этим яйцом? Что-то мне его даже открывать не хочется, честно говоря. Я его выброшу таким целым, потому что не хочу там найти полумертвого какого-то цыпленка или непонятно что. Короче, нет. Прикиньте, меня сегодня развели как лоха. Знаете, вот эти, которые прикидываются глухонемыми, ходят, деньги собирают, там попрошайничают. Блин, я дала ей денег. Ну, короче, потом иду, думаю, блин, ну развод. Я не знаю, що це було вчора, то ли кармическое испытание, то ли ретроградный Меркурий. Ну, короче, день не задался. Мало того, что мне какие-то яйца левые подсунули, что меня на бабло кинули, типа глухонемая, и в конце концов у меня не вышел бисквит. Первый раз в моей жизни вообще не вышел бисквит. То, как говорится, не надо выделываться, делай просто, как все время делал. Нет, мне же захотелось что-то такое интересное. Короче говоря, я нарыла там какой-то рецепт, какой-то хитрый бисквит. Сначала там разогреваешь, чтобы растворился сахар, потом его взбиваешь, потом добавляешь сливочное масло. Короче, сладкий омлет. Ну, в общем, ужас. Пришлось мне в мусорник выкинуть. То, может, то те яйца были, то одно было некрасивое, а все остальные какие-то левые. Ну, короче говоря, все вот эти яйца улетели в мусорник. Пришлось мне переделывать бисквит, весь бисквит. Ну, слава богу, хотя бы крем и все остальное, мусс, все получилось. Так что я вчера устала как собака, но в итоге все-таки этот торт сделала. Ну, не могла же я оставить вот это какое-то непропеченное тесто, какой-то блин, поссориться перед людьми на день рождения мужа. И уже из последних сил я делала пинкипчик. Вот такой у меня получился пинкипчик. Такой зайчик. Вот такая зайчиха.
какая славная. И я вот прицепила, ну видите, где были сложены, ну, бархатная такая ленточка, она вот немножко такая примятая. Короче говоря, я ее еще не крепила никаким образом, я ее вот здесь, она, видите, на скотче прилепленная. Я еще не знаю, мне нравится или нет. Ну, короче говоря, надо будет посмотреть. И вот так оно выглядит. Вот. Красота, ну, не правда ли? Красота красотенная, какая нежная эта зайчиха у меня получилась, и какой симпатюля этот зайчик получился. Мне нравится очень. Может, даже ленточку оставлю. Вчера я была, видимо, настолько уставшая, мне все не нравилось, я все этот самый... Вот. Так что у меня, наконец-то, хотя бы какой-то финиш, потому что я что-то в этом году, ну, тормоз какой-то. Уже в конце дня я вышила 3 листочка. Ну, позориться так позориться. Вот это все, что было за вчерашний вечер. Ну, вечер у меня начался уже часов в 10. По 2 раза перепекать торты. Оно, знаете ли, как-то занимает время. Ну, пожалуй, вот это и все новости, которые у меня есть на данный момент. Сегодня утром мы ходили в поход, ну, как всегда, занятие Nordic Walking у меня, и мы ходили, место, оно называется Лугано Парадизо, Парадизо переводится как рай. Я вам вставлю некоторые кадры, которые подтверждают, что это, ну, реально рай. А я с вами на этом, друзья мои, прощаюсь. Кто был со мной, большое вам спасибо. Спасибо за просмотры, спасибо за лайки, огромное спасибо за комментарии. Подписывайтесь, делитесь. И я жду вас в следующем видео. Всем пока-пока.